Сегодня сделаем легкую, очень вкусную и красивую закуску для праздничного стола. Делается все легко, быстро, а стоит недорого. Всем привет! Ролик создан для публикации на YouTube, не для ТикТока. И для начала в глубокую тарелку нужно натереть на мелкой терке 2 отваренных вкрутую куриных яйца, а затем ту же мелкую терку с двух сторон смазываем подсолнечным маслом и на ней натираем плавленые сырки. А терку смазывали маслом для того, чтобы сырки к ней не прилипали, и поэтому их можно не замораживать. Затем нам понадобится небольшой пучок петрушки и укропа, и их вместе нужно будет очень хорошо измельчить. Измельченную зелень отправляем в общую глубокую тарелку. Еще нам понадобится один свежий вот такой вот большой огурец, и полностью весь огурец нужно натереть в отдельную тарелку на крупной терке. И после того, как вы натерли огурец, из него нужно убрать полностью всю жидкость, нужно его хорошо отжать. И только затем отжатый натертый огурец отправляем в общую тарелку. Ну а дальше нам понадобится банка шпрот. Смотрите, с этой банки нужно взять 1 столовую ложку масла и отправить в общую тарелку. Это мы делаем для более выраженного шпротного вкуса. Еще сюда нужно добавить примерно 1,5 столовые ложки майонеза. Ну и конечно же все очень хорошо перемешиваем. Также не забывайте, что нужно добавить соль и перец, добавляйте их по своему вкусу. И после того, как все перемешали, отставляем все на немного в сторонку. Ну а далее берем 2 листа лаваша, и на первый лист нам нужно отправить ровно половину вот этого салата, который мы приготовили. И только затем очень хорошо нужно выровнять все равномерным небольшим слоем почти по всей длине лаваша. Смотрите, примерно 5-7 сантиметров с дальнего края от вас этим салатом мы не заполняем. На это пустое место мы добавим небольшое количество майонеза и тоже его хорошо выровняем. Это для того, чтобы нам очень хорошо склеился край. Дальше мы берем второй лист лаваша и накрываем вот так вот сверху на первый лист. Хорошо все прижимаем, так чтобы нам все хорошо склеилось. Наверх на этот лист мы отправляем остатки того салата, который мы приготовили, и точно таким же образом нам его нужно будет выровнять. Ну а дальше мы берем банку шпрот, сливаем из них очень хорошо подсолнечное масло. И вот такими вот полосками нужно будет разложить полностью по всему листу лаваша. Смотрите, на этот вот лист у меня получилось 4 полоски вот таких вот ровных. Затем нам понадобится еще корейская морковка. И в полоски между шпротами вот таким вот образом мы будем добавлять небольшое количество корейской морковки. Как легко, быстро и вкусно приготовить корейскую морковку, ищите ссылку в описании под видео. И да, если у вас вдруг нету корейской морковки, вместо нее сюда можно разложить сладкий болгарский перец, либо же помидоры. Тоже будет очень вкусно, но и конечно же вкус изменится. Ну и вот как-то так у меня все получилось. Затем берем из ближнего к вам краю аккуратно и красиво, самое главное, постарайтесь это сделать очень плотно, сворачиваем красивый ровный рулет. И как я сказал, в конце, там где было пусто, должно быть небольшое количество майонеза. Это для того, чтобы рулет очень хорошо склеился. Затем вот этот рулет нужно будет завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник хотя бы на 2 часа, для того, чтобы он хорошо настоялся и пропитался. Примерно через 2 часа достаем наш рулет из пищевой пленки и нарезаем его на равномерные полоски, примерно толщиной 1,5-2 см. Смотрите, рулет нарезается красиво, хорошо, ничего нигде не разлопывается, а самое главное, он очень хорошо пропитался и очень хорошо склеился. Посмотрите только, какой красивый получается узор. Такую красивую закуску будет не стыдно поставить на любой ваш праздничный стол. Ну а все получилось сбалансированно и очень-очень вкусно. Если вам понравился такой вот вариант, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями. Также не забудьте посмотреть еще один очень вкусный ролик. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, на YouTube канале «Аппетитная кухня».